Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все о монетах. Друзья, в сегодняшнем обзоре мы продолжим рассмотрение пробных монет СССР, которые не только являются редкими раритетами, но еще и уникальными носителями сведений об истории развития советской чеканки монет. В 1961 году в СССР состоялась денежная реформа в форме деноминации со скрытой девальвацией. Денежные знаки, введенные в 1947, обменивались в течение первого квартала 1961 года без ограничений на новые денежные знаки в соотношении 10:1. В том же соотношении был произведен пересчет оптовых, расчетных и розничных цен на товары и работы, тарифы на услуги, закупочных и сдаточных цен на сельскохозяйственные продукты, а также надбавок, наценок и скидок, установленных в твердых суммах, вкладов населения в сберегательных кассах и учреждениях Госбанка СССР, тарифных ставок, сдельных расценок, окладов заработной платы, размеров денежного довольствия, гонораров, премий, а также размеров всех других видов оплаты труда, выраженных в твердых денежных суммах. Дорогие зрители, мы начнем рассмотрение темы с интересной монеты номиналом 1/2 копейки 1961 года. Это уникальная разновидность пробных монет СССР. Возникновение столь малого номинала связано с реформой 1961 года. Для большего удобства при перерасчете сцен, последние цифры которых были больше 0, Верховный Совет СССР планировал выпустить 1/2 копейки. Но себестоимость этой затеи оказалась велика, поэтому цены решили просто округлить, а монету такого малого номинала не изготавливать. Пробные монеты были отчеканены из медно-цинкового сплава. Есть варианты с массой 0,63 грамма и диаметром 12,1 мм, а также с массой 0,89 грамма и диаметром 14 мм. В центре аверса крупными прямоугольными буквами отчеканено СССР. На реверсе пробной монеты в 3 строки отчеканены надписи 1/2 копейки 1961. Первый вариант монеты имеет толстые буквы и цифры даты. На втором варианте они тонкие. Сколько таких монет было отчеканено? Друзья, точных данных нет. Некоторые специалисты утверждают, что не более 10 штук. Однако широкой нумизматической общественности известны только эти 2 экземпляра. В октябре 2010 года на аукционе «Монеты и медали» цена на каждую из этих пробных монет составила 550 тысяч рублей. Также известно несколько десятков экземпляров пробной монеты СССР номиналом 20 копеек 1961 года с маленькой датой, как на монетах 1958 года. Предположительно, они были изготовлены в 1959 году и частично разосланы по областным конторам Госбанка в процессе подготовки к реформе 1961 года. Монета изготовлена из медно-никелевого сплава массой 3,29 грамма. Как видим, венок внизу не имеет разрыва, а дата отчеканена внутри венка. Друзья, на аукционе «Монеты и медали» эта пробная монета в октябре 2018 года была продана за 500 тысяч рублей. Аналогичный дизайн имели невероятно редкие пробные монеты СССР 1961 года номиналами 10 и 15 копеек. В 1961 году в результате денежной реформы уже были выпущены новые советские монеты достоинством от копейки до рубля. Но и через год все еще продолжались поиски наиболее удачного и выразительного дизайна. В 1962 году были отчеканены пробные монеты номиналами 50 копеек с видом Московского Кремля. Также известны 2 пробных варианта монет номиналом 1 рубль 1962 год. На одном варианте рубля изображен Владимир Ильич Ленин, на втором вид Московского Кремля со стороны Москвы-реки. Друзья, это редчайшие пробные монеты, известны всего в нескольких экземплярах.
которые находятся в архивных хранилищах Центрального банка и в экспозиции Музея Госзнака Санкт-Петербургского монетного двора. В 1967 году была изготовлена серия пробных юбилейных монет 50 лет советской власти, состоящая из монет номиналом 10, 15, 20, 50 копеек и 1 рубль. Все монеты изготовлены из медно-никелевого сплава. Масса 10-копеечной пробной монеты 1,69-2,05 грамма при диаметре 17-27 мм. 15-копеечной 2,43-3,04 грамма при диаметре 19-56 мм. 20-копеечная 3,34-3,72 грамма при диаметре 21,84 мм. Монеты номиналом 50 копеек 5,6-5,77 грамма при диаметре 25 мм. Пробный рубль весит 10,56-10,66 грамма и имеет диаметр 31 мм. Работы по созданию этой серии начались еще в 1966 году. Считается, что первыми отчеканили пробники с рабочим, матросом и солдатом на реверсе. Первоначально 10, 15 и 20 копеек предполагалось чеканить в едином оформлении, для которого предложили 3 варианта. Авторство реверса, где на фоне знамени изображены 3 вооруженных участника революции – рабочий, матрос и крестьянин. С большой долей вероятности принадлежит советскому скульптору Филиппову, а художественную композицию с моряком и солдатом приписывает советскому медальеру Минигалееву. Из первоначальных дизайнов лишь один в конечном счете был использован для утвержденных монет. Предложенный советским художником Никитиным силуэт крейсера «Аврора» на фоне реки Невы и Петропавловской крепости с небольшими изменениями. Серп и молот, разделяющие даты 1917 и 1967, заменили указанием номинала. Стал базовым для оборотной стороны юбилейной 20-копеечной монеты. Первоначально планировалось, что реверсы 10, 15 и 20 копеек будут иметь одинаковый рисунок, но этот принцип применили только для монет номиналом в 50 копеек и 1 рубль. О существовании пробной линейки юбилейных монет коллекционерам сообщили в 1974 году известные нумизматы Мощнягин и Дашевский, но только через 10 лет в каталоге Райнхольда Кайма появились изображения некоторых экземпляров, откуда и пришло на западный нумизматический рынок большинство пробных экземпляров юбилейной серии. Существует предположение, что к нему эти пробные монеты поступили из украденной коллекции Мощнягина после вывоза ее части за рубеж, включая богатейшую экспозицию советских монет, в том числе и монет регулярного чекана. К примеру, 2 варианта пробных 10-копеечников были реализованы на аукционе Emporium Гамбург. В мае 2009 года пробная 10-копеечная монета с изображением солдата и матроса на реверсе была продана на аукционе «Империя» за 2 200 000 рублей. Также в мае 2009 на аукционе «Империя» пробная 15-копеечная монета с изображением крейсера «Аврора» была продана за 2 400 000 рублей. В апреле 2009 года экземпляр пробной 20-копеечной монеты СССР 1967 года с изображением революционных рабочего, матроса и крестьянина был продан на аукционе монеты и медали за 2 200 000 рублей, а экземпляр с изображением революционных матроса и солдата был продан на аукционе «Империя» в мае того же года по той же цене – 2 200 000 рублей. Еще существует 2 варианта пробных монет 1967 года серии 50 лет советской власти номиналом 50 копеек. На аукционе монеты и медали в апреле 2015 года
Экземпляр такой пробной монеты с изображением Ленина и крейсера «Аврора» был продан за 3 миллиона 400 тысяч рублей, а в сентябре того же года на аукционе Волмар другой экземпляр этой монеты был продан за 3 миллиона 62 тысячи 700 рублей. Пробные 50 копеек 1967 года с Владимиром Ильичем Лениным в полный рост на фоне знамени был продан в июне 2014 года на аукционе монеты и медали за 1 миллион 950 тысяч рублей. Также в двух вариантах с аналогичным 50 копейкам дизайном были отчеканены и пробные памятные монеты номиналом 1 рубль. На аукционе монеты и медали пробный юбилейный рубль 1967 года с Владимиром Ильичем Лениным и Авророй был продан в июне 2012 года за 3 миллиона 800 тысяч рублей, а в апреле 2013 года за 4 миллиона рублей. На этой же аукционной площадке пробный рубль с Лениным в полный рост на фоне знамен был продан за 7 миллионов 500 тысяч рублей. Существуют и пробные монеты СССР 1967 года серии 50 лет советской власти и с утвержденным дизайном, соответствующим монетам, вышедшим в обращение. Так, один из экземпляров такой пробной 10-копеечной монеты в октябре 2002 года был продан на аукционе монеты и медали за 17 500 рублей. На пробный характер чеканки указывает отсутствие гуртового оформления и массы монеты 2,07 грамма. При массе вышедшей в обращение монеты 1,6 грамма. В 1970 году планировалось выпустить серию памятных золотых монет к столетию юбилея Владимира Ильича Ленина. В настоящее время в собрании Госзнака хранятся отчеканенные пробные золотые монеты, от выпуска которых было решено отказаться. Золотые пробные памятные монеты СССР 1970 года были отчеканены с номиналами 10, 25, 50 и 100 рублей. В обращение же вышла медно-никелевая монета номиналом в 1 рубль. Друзья, мало кому известно, но самая массовая памятная монета СССР 1 рубль 1970 года, вышедшая гигантским тиражом в 100 миллионов экземпляров, имеет своего редчайшего и чрезвычайного дорогого двойника. Речь идет о пробной монете СССР 1970-го, 100 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина, номиналом 1 рубль. Монета изготовлена из медно-никелевого сплава, имеет массу 12,54 грамма и диаметр 31 мм. Профиль вождя аналогичен стандартной монете. Отличие заключается в структуре поля. Как известно, у тиражной памятной монеты поле имеет зернистую структуру, в отличие от всех остальных памятных монет СССР. Возможно, портрет вождя при определенном освещении сливался с гладью поля, и тогда решили обрамление барельефа придать такую зернистую структуру. На пробной монете поле вокруг барельефа Ленина гладкое, как и на остальных юбилейных монетах СССР. На данный момент коллекционерам известно 3 экземпляра пробной монеты. Один из них реализовали на аукционе монеты и медали в октябре 2010 года за 1 миллион 350 тысяч рублей. Через 5 лет, в октябре 2015 года, на аукционе Синкона другой пробный рубль ушел за 40 тысяч швейцарских франков. В переводе на рубли 2 миллиона 595 тысяч рублей. В 1981 году к выпуску готовилась монета «Крайний север СССР». Ее дизайн был разработан художником Ермаковым. Для утверждения были отчеканены пробные монеты номиналом 200 рублей в качестве Proof и Uncirculated и с золотой массой 17 и 17,2 грамма и из платины массой 21,43 грамма. Диаметр монет 30 мм.
На монетах изображен арктический пейзаж, лагерь полярников, ледоходы, а на переднем плане символ Арктики – белый медведь. Однако от выпуска таких монет отказались. На аукционе монеты и медали было продано 5 экземпляров золотых и 2 экземпляра платиновых монет. Платиновые монеты были проданы по цене 1,5–2,5 миллиона рублей. На более поздних аукционах цена на золотые пробные монеты доходила до 8 миллионов рублей. Уважаемые зрители, в 1987-88 годах проводились технологические пробы с целью поиска вариантов замены цветных металлов, используемых в денежном производстве. В частности, рассматривался вариант замены медно-цинкового сплава, содержащего 58% меди, на сталь с медно-цинковой блокировкой. По своему дизайну отчеканенные пробные монеты номиналом 1, 2, 3 и 5 копеек ничем не отличаются от тиражных монет того времени. Однако из-за того, что они имели иной материал изготовления, у них другие характеристики по массе металла. Так, например, 1 копейка 1988 года весит 0,99 грамма, 2 копейки 2,02 грамма, 3 копейки 1987 года 3,04 грамма, а 5 копеек 1987 года 5,09 грамма. Также были варианты пробных монет этих номиналов из стали блокировкой красной медью. Масса такой двухкопеечной монеты, например, составила 2,03 грамма. Средняя цена таких пробных монет в настоящее время находится в диапазоне от 30 до 150 тысяч рублей. Постепенное повышение цен в СССР в конце 80-х годов прошлого века затрагивает и сырье, делая чеканку монет из латуни и нейзельбера нерентабельной. На вооружение берется западный опыт – блокировка, когда сердцевину из дешевого металла или сплава покрывают тонким слоем более дорогого. Пробой пера можно считать и необычный пятиалтынный с 2 реверсами и отсутствием указания денежной единицы. Его основа – магнитная сталь, блокированная медно-цинковым сплавом. Массовую чеканку этой монеты начать не успели, но именно эта заготовка впоследствии использовалась для выпуска 1 рубля 1992 года обоими монетными дворами. Через 10 лет подобный кружок вместо немагнитной латуни ошибочно послужил заготовкой для 50 копеек 2002 года. В настоящее время известен единственный экземпляр этой перепутки по металлу. Друзья, еще один интересный факт. В 1990 году была впервые в СССР опробована новая технология чеканки монет. Так появилась пробная биметаллическая монета 1990 года номиналом 5 копеек. Для того периода 5 копеек не тот номинал, который стоило бы защищать от подделок столь затратным решением. Правда, в следующем году, когда после Павловской реформы срочно понадобились крупные номиналы, в обращение отправилась биметаллическая 10-рублевка. Однако ее составляющие имели обратные цвета. Из светло-медно-никелевого сплава делали кольцо, а золотистой была медно-цинковая внутренняя вставка. В такой же цветовой гамме исполнили и 5-рублевки серии «Красная книга СССР». А в этом исполнении, как пробная 5-копеечная монета, чеканили 100-рублевую монету, выпуск которой начался в 1992 году. Но ее стандартная масса 6,1 грамма, а вес пробного пятака всего 4,71 грамма. Сегодня такая пробная монета может стоить не менее 400 тысяч рублей. Так, в октябре 2016 года на аукционе «Редкие монеты» она продавалась со стартом $6500. В конце существования СССР на Ленинградском монетном дворе были отчеканены пробные монеты номиналом 1 копейка, 5 копеек, 10 копеек и 20 копеек, датированные
1992 года. На аверсе монет отчеканена курсивная аббревиатура СССР в центре, окруженная надписью «Государственный банк», разделенная традиционной плоской пятиконечной звездой. Подобное оформление аверса вполне логично. В процессе полураспада СССР некорректно было использовать изображение прежнего государственного герба. Но вера в нерушимость и неделимость еще присутствовала. Неясно было только то, что сколько республик войдут в состав обновленного СССР. Соответственно, был опробован беспроигрышный нейтральный буквенный вариант. Реверс пробных монет сходен по оформлению реверсу тиражных 50 и 10-копеечным монетам 1991 года. Пробные монеты СССР 1992 года изготовлены из лакированной латунью стали и имеют следующие характеристики. 1 копейка весит 1,34 грамма, имеет диаметр 14,7 мм. 5 копеек весит 1,95 грамма и имеет диаметр 17,1 мм. 10 копеек имеет массу 3,17 грамма и диаметр 19,2 мм. А 20 копеек весит 4,04 грамма, а диаметр имеет 21,8 мм. Из-за гиперинфляции того времени эти монеты так и не вышли в тираж, так как потребовалась разменная монета гораздо больших номиналов. Эти монеты стали последними из тех, что носили аббревиатуру СССР и некогда могучего и несокрушимого государства. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация моего канала, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.